Всем здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас расклад. Хочется немножечко пойти в ногу со временем. Будет несколько вариантов. Хочу сделать 3. Тему расклада вы уже видели. А я ее еще на данном этапе записи ролика придумаю. В общем, смысл такой. Какие нападения на вас были в последнее новолуние? Я знаю точно, что они были и у многих. Итак, как я уже сказала, 3 варианта. Необычный подход к вариантам сегодня у меня. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ну, сказали так, значит так. Итак, ребят, еще такой момент. Хотели здесь развернуть удачу на свою сторону с помощью магии. Чтобы у них желания исполнялись, переключить ваш канал. Это абсолютно любой аспект, понимаете, ваше на себя перетянуть. То, что принадлежит вам, перетянуть на себя. Итак, 3 варианта. Так, по старшим арканам. Сейчас я немножечко могу попритормаживать, как говорится, но это потому, что я хочу понять, как выкладку делать. Да, наверное, пусть так и будет. По 3 карты из старших арканов. Сейчас всю остальную колоду подключим. Почему-то идет, посмотрим, как или с помощью чего из внешнего фактора действовали, да, что хотели, что именно сам человек хотел, о чем он там мыслил, думал. Ой, ну здесь опять у кого-то мужик, который сидит недовольный тем, что у него есть, понимаете, что ему предлагают жизнь. Человек, который может быть в запоях, человек, который может быть под определенными веществами, вечно мы скучаем. Все не так и все не то, когда человек внутри полное говно, понимаете? Немножечко такой легкий кавер на песню Вити Цоя. Ой, да простят меня действительно стоящие люди, да, которых уже с нами нет. Замечательный человек, замечательное творчество оставил после себя. И, как говорится, вовремя ушел. Так, оракул теней. Не сильно хочется мне его брать, но почему-то тоже надо. Пусть будет пока по одной карте, а потом мы по ходу дела разберемся. Истины люди хотят перекрыть, понимаете? Здесь связь с родом, ваш поток, ваш потенциал. Все как всегда, ребят, по сути ничего нового не происходит. То есть, знаете, ой, люди не сильно такие стремятся, лжец какой-то выпадает. Сплошной, знаете, фарс, лицедейство, когда люди одевают маски, чтобы казаться одними в обществе, а по факту не дотягивают до той картинки, которую о себе создают, и рано или поздно это все рушится, да? Так, ребят, слушайте. Мне тут сделали подсказку, спросили, почему я этого не делаю, я даже сама не знаю. И если не буду забывать, то буду повторять.
собственно, что я не делаю, да? Почему я не прошу подписываться, ставить лайки? Я как-то говорила, помню, а потом что-то как-то вышло у меня это из-за моей обыденности. То есть, ну, просто забываю. Я считаю, что кому интересно, те подпишутся, кому нужно, они поставят лайк, кому нужно, они поставят дизлайк. Кто захочет, тот сам напишет, да, комментарии и тому подобное. Но и тем не менее. Посмотрим, возымеет ли это какой-то результат, поэтому я сейчас вам говорю заранее. Подписывайтесь, ставьте лайки. И что там? Что там еще там принято говорить, я не помню. Ну, короче, вы поняли. Смотрите, здесь Здесь решение высшего суда, понимаете, высших сил. Было принято решение определенное. А ну-ка, для вас... Короче, за вашей ситуацией высшие силы наблюдают. Если коротко, потому что там может быть много чего. Не в этом суть сейчас. Так. Будет это вот в таком контексте у нас. Определяйтесь с вариантами. И еще момент, ребят, действительно то, что хотела сказать. По поводу связи со мной, Telegram, WhatsApp, все данные под каждым видео в описании канала моем указаны. Ни на Фейсбуке, ни на ТикТоке у меня просто нет времени отвечать по разным социальным сетям, понимаете? И... просто нет времени. Надеюсь, короче говоря, на ваше понимание. Поэтому, кому что-то нужно, пишите, пожалуйста, в личку напрямую. Меньше затрат по времени идет. Итак, 3 варианта. Никаких опознавательных знаков, никаких камушки, ловцы снов и тому подобное. Вот просто ваша интуиция. 1, 2, 3, 3, 2 раз. Надеюсь, всем хватило времени. Кому не хватило, ставьте на паузу. Начну я с первого варианта. Куда бы их положить, вот эти варианты? Ладно, вот так вот, чтобы не перепутать очередность. Если их вам там не видно, ну, ребят, пардон, мне нужна трасса. Так, что вам делали на новолуние, ребят? Сейчас я открываю все карты, и потом я уже буду смотреть, потому что здесь... И здесь... По первому варианту, били по вашей уверенности в себе, хотели вас скинуть с вашего пьедестала. Это особенно касается вашего бизнеса. И здесь прям, понимаете, привороты, за счет которых ваш ресурс будут тянуть себе. Знаете, через что это могло активироваться? Через то, что кто-то вам что-то предложил, и вы как бы, если это касается сферы бизнеса, знаете, как-то вот на ножах отношения с новыми людьми идут. Если в семье, здесь конкретно могло отрикошетить по вашим детям. Что за уверенность? Не нравится людям, что вы побеждаете.
Очень не нравится. Угу. Не нравится, что к вам идут люди. Не нравится, что в вашем окружении есть те люди, которые вас уважают, которые к вам искренне относятся, вас любят, вам помогают. Через кладбище. Первая карта по ГОСТ. Что еще делали? Могут за счет вашего ресурса хотели исцелиться. И знаете, что хотят? Здесь не просто люди так чего-то, абы хотят. Это все отвлекающий маневр. Хотят ваших знаний и хотят такой же связи с потоком и с родом, которая есть у вас, ребят. Вот это и делали. Сейчас хочу уточнить кое-что для себя. Второй вариант, девочки, для вас. Если вы состоите в паре, это может быть какой-то персонаж. Что за персонаж? Из прошлого. Сидит весь в воспоминаниях о вас, который хочет разрушить вашу семью, устоявшуюся нынешнюю, дабы вот с вас потянуть ресурс. Очень человек завидует тому, что вы уверенно стоите на ногах и... Опять же таки, повторюсь, вашей связи с родом, с потоком, с высшими силами. За ваш дар, за ваше видение себе такое хочет. И знаете, что самое хреновое? Вот я сейчас вот это хотела и уточнить. Не показывают мне другое, дают читку вашего недоброжелателя. Вашего недоброжелателя все в руинах, вся жизнь в руинах. Он, понимаете, как говорится, по 7 мечей взял мечи по акции, понимаете, по 5 мечей и по 7 мечей. И вот... Подумал их в свое время повесить как трофей на стене, и в итоге они все попадали на него. Горизонты все перекрыты. Закат, понимаете, ситуации, закат жизни лежит, вот вздыхает и созерцает, как все подошло к финалу, все. Мечты остались мечтами. И дело в том, что человек хочет это, знаете, как притормозить, но здесь не просто притормозить. Здесь похоронить это все за счет мира мертвых, то есть как бы сброс на них сделать, да. Если это возможно перекинуть на вас, он впоследствии может это также делать. Задала я вопрос, почему рикошетит по детям, по-вашему. Здесь может проигрываться так, что вы со своим партнером, вот какие-то, знаете, есть недомолвки, недоговоренности, можете что-то выяснять, либо ругаться. Но я здесь рассматриваю более серьезный аспект, почему по детям. Понимаете, вот поведение детей начинает. Ну хорошо, он хочет наполненности, все, это мне понятно, ну, хочет того, хочет всего, жопа в жизни. Какого ляда рикошетит по детям? Ну, может, хорошо, так, зададим конкретно, как у него прошел ритуал. Или если он у кого-то заказывал, не суть важно, иллюзии. Иллюзии по поводу чего? Иллюзии по поводу того, что он вас закрыл, что вы уйдете от того, что я уже описала, от своей уверенности. У кого-то это ваш бизнес, для кого-то это ваш партнер, ваша уже нынешняя семья.
ваша стабильность. Короче, разрушение, понимаете, надо разрушить то, что у вас есть, потому что сам не в состоянии выстроить такое, ну, ничтожество, понимаете, просто ничтожество человек. И все же, какого ляда рикошет идет по детям? Столкновение двух энергий. У вас могут быть общие дети. И вот идет столкновение двух энергий. Ваша огненная и его водная, грубо говоря. Его предложение об вашей защите. Короче, его воздействие об вашей защиты рубятся, а ребенок посередине. Хорошо, ладно, зададим с другой стороны этот вопрос. Для чего? Я задала про себя королева мечей. Знаете, для чего рикошет по детям? Для того, чтобы вы дали пиздюлей в ответ. Первоочередная перед высшими силами задача любой женщины, у которой уже есть ребенок, сделать все возможное для того, чтобы сберечь своего ребенка. Любыми методами, любыми, я повторюсь, методами. Вы должны воевать, он здесь по кубкам к вам проявляется, недовольный, кстати, может хотеть вас подпоить, либо предложить какие-то несерьезные отношения. Да, здесь обман, манипуляции, хочется ему победить, хочется, чтобы вы его ждали, любили, ожидали, сами начинали вкладываться в эти отношения, а он вам потом разобьет сердце. Понятно? Он потом будет на коне. Типа я такой, не хочу не давать ни эмоций, ни чувств, ничего, а ты меня наполняй, сиди. А я, короче, от твоего наполнения буду пентакли себе в карман складывать. У меня такое ощущение, что у вас уже были эти уроки, если не с этим партнером, то с кем-то другим, ребята. Здесь повторение кармическое, вы что-то не прошли. Вам здесь нужно понять, что пока вы не начнете отстаивать свое пространство в целом, вы так и будете проходить одни и те же уроки. И что вы должны, что вы должны предпринять? А ребенку это за что? Смотрите, хорошая карта, ой, хорошая. Слушайте, для ребенка это тоже не просто так. Вот и семерка мечей, о которой я говорила. Понимаете, ребенок все равно будет хватать, но знаете, в чем момент? У него здесь идет как бы списание его несчастливых, да, вариантов его судьбы и уход от каких-то страхов. Вот, так, сейчас, секунду. Уход от страхов, от паники, от неуверенности, да, в состояние стабильности, когда ваш ребенок будет полностью уверен в том, что он и любим, и все у него в жизни стабильно. Здесь прям понимаете, у ребенка тоже идет некое переосмысление, да, и вас, и что такое вообще жизнь, стабильность, счастье. Но вам нужно отстаивать, ребята, отстаивать эти моменты. А там смотрите, у кого как проиграется из вас, действительно ли это с детьми связано, или это просто партнерское, партнерские отношения, да, ваши личные. В общем, как-то так. Вот что делали на новолуние. Трудились, понимаете, трудились. Итак, второй вариант. Могли кому-то обращаться, либо несколько людей делали. Воздействие через астрал на вас было в тот период, когда вы спите. Закидывали вам в голову какую-то идею.
Люди не хотят, чтобы вы себя чистили и отправляли обратно, чтобы вы разочаровались в этом, чтобы справедливость не восторжествовала. Боятся они этой Фемиды, знают, что получат по голове. Присылали вам определенные программы. Обращались, слушайте, обращались. Может, долго искали какого-то человека. Здесь может быть мужчина. К мужчине обращались. Вместе что-то делали, радовался ваш недоброжелатель, ждет, что теперь ему как бы спишутся его долги. Понимаете, в чем прикол вот этих низкочастотных, низкочастотные это другое, низковибрационных людей. Они свято уверены в том, что они творят справедливость. Вот помните, я часто очень говорила такую фразу: вот дурак всегда уверен, мудрый всегда сомневается. Вот тут дураки, вот даже карта. Все по справедливости. Никто себя не должен чистить. Я тут буду вершить судьбы, потому что я обиженка. И весь мир мне должен. Ну, короче, вот что-то из этой области, понимаете, закомплексованного эгоиста. Тяжело шло это, понимаете, у человека. Думает, сейчас рывок сделаю, и все будет окей. Но я вам хочу сказать, мы еще потом посмотрим, я следующие расклады хочу отснять по этой тематике, что вы предпринимали в новолуние и как вот эти их действия на вас отразились. Тоже, наверное, сделаю 3 варианта в таком же аспекте, да. Посмотрим, как на вас это все отразилось, вы потом сопоставите для себя. То есть, если вы здесь, допустим, 2-й вариант загадали, в следующем раскладе, который отсниму, тоже берите 2-й. Ну а там, если потянет еще к какому-то, то тогда смотрите уже, к чему потянет. Но здесь люди думают, что вот сейчас... Ну, понимаете, они как последний гвоздь в крышку своего гроба вбили. Думают, сейчас еще... Они что-то и до этого делали на вас, не единожды. Вот я сейчас сделаю, и все. Буду радоваться жизни. Вас в состоянии жертвы хотели ввести, чтобы вы приняли решение и отказались, действительно отказались от чисток, от своего какого-то мнения, от своей позиции. У кого здесь какие-то либо суды, либо еще что-то, здесь прям вот вас с вашего пути сдвинуть. Ребят, у кого это магия, у кого-то суды, у кого-то отношения, у кого-то это ваша работа. Здесь также может быть и ваш какой-то друг, который хочет, чтобы вы ушли из компании какой-то определенной, понимаете? Почему? Потому что человек на подсознании вам завидует и себя считает более ничтожным, нежели вы, то есть не уверен в себе, хотя на публику показывает абсолютно другое. Здесь не хотят, чтобы вы почистились, понимаете, чтобы вы получили освобождение, потому что знают, что им прилетит. Здесь как бы все тоже лаконично. Я не знаю, что здесь еще, есть ли смысл что-то уточнять. Давайте, чтобы вам не было обидно, так как на первом варианте я там все-таки прокопала чуть дальше этот вопрос. Давайте 3 карты. Если меня сейчас что-то заденет, будем смотреть и у вас. По вашим недоброжелателям. Что там? Здесь мороки, ребят, здесь хотели посадить вас в страхе, чтобы вы прям боялись двигаться дальше, понимаете? А у вас здесь решается вопрос с тем, что идет задел на большое, перспективное, долгоиграющее дело. Для кого-то это свой бизнес, для кого-то вы выходите из-под влияния каких-то людей, понимаете? Не хотят, чтобы вы этого делали.
Хотят вас в страхе посадить, чтобы спать не могли, думали, отсюда и бессонницы и тому подобное. Но это сущи там действуют. Чтобы вы пребывали в иллюзиях и не видели реальности, понимаете? Они в этот момент будут там чудить, что им нужно. Здесь, ребят, здесь пока вот это они все чудят, они забирают, ожидают, что, короче, ваш финансовый канал полностью на себя переключат. Хотят переключить ваш финансовый канал, ваш вообще, знаете, вот все то, что вам положено по судьбе благополучного, переключить на себя, на нищебродов несчастных, да, у которых у самих было детство ущербное, причем у каждого из ваших недоброжелателей, если хорошо копнуть, это люди, которые, у всех у нас есть детские травмы и комплексы. Вопрос в том, прорабатываешь ли ты это. И здесь ущербные личности, причем здесь такая личность, ей уже за 60 может быть, и она все обижена на своих родителей, потому что не получала то, что есть у других. Ну, завидовала, короче, понимаете? То есть вплоть до вот таких вот мелочных детских обиженок у человека вот это все в башке сидит. Ой, дофига здесь чего было делано, ребят. Хотят, чтобы вы теряли и канал свой финансовый, и ресурс, и связь с родом, и чтобы вы друзей потеряли, и атаки на вас идут, на сердечную чакру пробивают, чтобы вы с партнером разошлись, чтобы у вас любви не было. Ну, короче, там спектр. Там, понимаете, мне показывают, вот здесь люди... По этому варианту ваши недоброжелатели, это уже все конченые. Я называю их конченными. Не потому, что это обзывательство какое-то, а потому что человек в этих персонажах кончился уже давно. Ими там руководят другие, и понимаете, и вот это сделаю, и вот это, и вот это, и вот это, и к тому сбегаю, и к вот этому сбегаю, и все тебе налеплю, сиди хлебай, а я буду пользоваться. С чего ты решил, что ты имеешь право вообще решать за кого бы то ни было, что кому будет принадлежать в этом мире? Если ты не в состоянии отпускать людей и события, так это ты просто слабохарактерная личность и, по сути дела, не уважающая себя. Если ты с помощью магии забираешь чужие ресурсы, чужие отношения, чужую семью влазишь, ты просто официально признаешь перед всей вселенной, что да, я закомплексованное ничтожество, я завистливый, я хочу вот то, что есть у них, а у меня не было, и я боюсь одиночества, если это привороты, отвороты. Я не хочу прорабатывать себя, я хочу вершить судьбы, потому что я боженька. Ребят, лечитесь. Третий вариант. Вопросы с прошлым. Так, а вот тут мне будет уже очень даже таки интересно. Ваш недоброжелатель находится в энергиях невежества. Значит так, человека выгребает, что вы знаете в магии больше, чем он обращался.
Знаете, почему обращался? Потому что по определенным сочетаниям карт я вижу, что у человека энергии на то, что он заказал, просто-напросто нет. Человек весь в эмоциях, в кубковости сидит здесь, видать, делал привороты в свое время, присушки, привязки, видать, сам на себя же это все и одел, и бесится. И какой по этим картам здесь, чтобы карта силы была? Нет, здесь человек весь в эмоционалочке подвис. Смотрите, через любовные привязки, влияние я вам описываю смысл. Откачка вашего финансового канала, но здесь не только финансы, чтобы ваш финансовый канал на себя перевернуть. И здесь еще все ваши, вот те дары, которые вам высшие силы дают. Очень человек много сплетничает о том, что вы изучили, что вы узнали, какие же вам там тайны открываются и почему это у него этого нет. Наверное, потому что ты... Если бы у меня было много эмоций, я бы сказала, ну, потому что ты чмо. Ну, так как у меня их, извините, ну нет к таким личностям. Вот здесь не особо. Знаете почему? Потому что... Здесь еще хуже, чем второй вариант. Человек на таком дне находится. Вот понимаете, второй вариант это уже конченые люди. А вот по третьему варианту люди стоят на грани истины, то есть просветление, прозрение, да, и падение в тартар. И пока они балансируют, это состояние, когда у тебя просто сходит с ума мозг. Понимаете? И пока он находится вот в этом моменте, вот я по картам по этим вижу просто в каком состоянии человек, и по вот этим я испытываю моральное удовлетворение от того. Я прекрасно понимаю, какие люди себя вот в такую белиберду загоняют, что потом бегут. Я знаю, что они делают, понимаете? И поэтому, когда я вижу, как они сами того не подозревая, кстати, уже понемножечку хватают обраты, и вот как их выпирает, их изнутри рвет, их просто рвет. Пусть рвет дальше. Работу пытаются закрыть. Типа закрывают. Люди не хотят, чтобы вам везло. Под везение можете подписать любую сферу жизни. Сами знаете, что такое везение. Хотят, чтобы в вашей жизни произошли резкие изменения, у кого-то вплоть до чего-то. Вот поломка в доме по электрике может быть и такое. Здесь, кому интересно, ребят, по этому варианту, вот у кого такая херня часто случается, будет желание, пишите мне, обращайтесь, я вам скажу, как можно обойти эти моменты, каким методом и способом. Так. Ну, чтобы вот такая вот фиготня, как бы, там обойти это можно, короче, давайте так скажу. Силой действовали, но у человека силы нет, он заказывал. Свечами работали, да-да-да, свечами трудились, начитывали тексты. Причем ваш недоброжелатель дал добро на это, он произнес слово «хорошо». И тем самым, ну, открыл врата для определенных сил, которые себя дал в пользование за определенные обряды, да, за определенное осуществление его желаний и планов, как он считает.
Да, человек ездил. Сам в депрессиях, в неврозах сидит. Благословения хочет сыскать. Много чего скрывает. Скрывает свои страхи. Человек не умеет быть благодарным за то, что имеет, сам просирает, понимаете? Здесь несостоявшаяся личность, здесь человек напускает о себе много пыли в глаза. На самом деле он ни черта из себя не представляет по факту. Сам не знает, чего хочет, ломает судьбы людям, а потом удивляется, почему у него в жизни тоже как бы ни хрена не строится. Да действительно, от чего же это? Ты определись, чего ты хочешь. Если ты четко определил для себя то, что ты кого-то предаешь, но у тебя будут деньги, к примеру, ну так, блядь, свыкайся с этим выбором и не ропщи, что у тебя какая-то другая сфера не идет. А знаете, почему ропщение идет у такого человека? Потому что все и сразу хочу. За истинами кому-то поехал. И что там истины? И что делал? Страхи на вас наводили, здесь читались заговоры к определенным. У человека, у этого практика договора, скажу сразу, с низшим астралом. И здесь человек ехал, знаете, для чего? Здесь мне больше идет мужик, который хочет девушку вернуть. Вот как хотите. Мальчики, может и на вас это отыгрывается, но тогда в таком, понимаете, аспекте здесь люди, которые душой очень красивы. Что это такое, я сейчас не хочу объяснять. Кому надо, тот поймет. Кто в курсе, вы знаете, о чем я говорю. Понимаете, здесь вы наполнены. Давайте вот так скажу. Вы умеете наполнять. А вот этот человек, который ездил, он дно, он болото. Он умеет только засасывать, понимаете? Причем, ну разве цветы на болотах растут? Ну, ребят, ну подумайте сами. Нет. Так что вот так вот. Человек хотел, чтобы вы сделали выбор, влиял на ваше волеизъявление. Хотелось, чтобы вы разочаровались в том, что имеете. Хотели развернуть ваш фокус внимания и точку сборки на нижние чакры. У кого хотелка проснулась, давайте прокапывайте, какая падла вас там привязывает. Очень хочется, чтобы вы не получали знаний от высших сил, от своего рода. Очень не хочется, чтобы к вам обращались люди, чтобы вы общались с людьми, чтобы у вас, понимаете, здесь человек, вот, ну, опять же таки, начало второго варианта, вот серьезно. Здесь человек днище просто. Очень много можно сказать и описать, особенно по психологии, почему человек так поступает, но в принципе я уже большую часть выплеснула на второй вариант. Здесь человек неуверенный в себе. И у меня еще такой момент интересный тут по третьему варианту проскакивает. А что сделал этот практик? Давайте-ка я вот это, наверное, вот так. Хочу взять старший аркан. Что этот практик сделал на самом деле?
связь с вашим родом и с вашими высшими силами он полностью не перекроет. Хотел этот поток подужать. Это во-первых. Что на самом деле этот практик спиздил у вашего недоброжелателя? Его стабильность, его счастье в браке, он больше никогда не будет. Если это мужик, у него никогда не будет любви в жизни. Либо только такие, которые будут его пользовать, либо полные, извините меня, женщины низкой социальной ответственности. Здесь у него очень хорошо жизнь перевернется. Это истинная твоя плата, лох. За то, что ты все-таки продолжаешь дальше дергаться в сторону тех, кого ты просто недостоин. А что этот практик от вас хотел поиметь? Ваши способности, ваши силы. И здесь человек переключал на себя своих фамильяров и ваших защитников, ваших духов, помощников. Как темных, так и светлых. И с чем этот практик остается? С одной стороны, карты неплохие. Но я детально посмотрю в других моментах. А с другой стороны, можно сказать, что мир темных очень активно выдвинется в сторону этой несчастной бабцы, к которой ездил ваш недоброжелатель. Эта бабца начнет очень хорошо получать по своей гордыне. Ладно, дополним отсюда. Закольцовка в чем? Блять, у меня как всегда. Ой, как обычно, короче говоря, девочки, мальчики, не переживайте, получит этот практик, свое отхватит. Отхватит через свою личную жизнь. Будет трепыхаться, будет пытаться обойти, это получит еще больше. Усиленную дозу, так сказать. Так что вот так вот. По этому варианту, ребят, что здесь еще вот добавить? Давайте я сейчас добавлю. Чего ожидает? Или нет, ничего не хочу спрашивать, просто сейчас посмотрю, что покажет. Ну, ваш недоброжелатель вас спровоцировал как ведьму на то, чтобы вы просто дали пиздюлей, да и все. По факту. Причем, знаете, я вам хочу сказать, ну, пожалуйста. Я вам хочу сказать так. Вы здесь отдельная единица, понимаете? Вы здесь это все прекрасно могли просечь. С кем нужно договориться. И человек просто сейчас попадает в очень длительную закольцовку борьбы с магическими влияниями. Причем плевать, с каких они источников будут. А лично вы, куда вы дальше идете? Да ну тут человек, который реально узнал о том, что на вас идут нападения. Вы быстро это все схватили и отправили по назначению. Ну, потрудились, да, чуть-чуть. У вас новые планы, у вас новые будут договора.
вы с каким-то будете заканчивать, вот, видимо, может даже с этими недовояками. Почему? Потому что здесь вы... Слушайте, у вас еще есть человек, который к вам эмоции какие-то испытывает. Поэтому оглядитесь, что-то он как-то с подразбитым сердечком в вашем пространстве. Но это не ваш недоброжелатель. Ой, мне там уже дальше ваш путь показывают, слушайте, и там работа с определенными силами. Не хочу всего озвучивать, а по бытовухе не хочу копать, это слишком элементарно для этого расклада. Неинтересно мне, короче, сейчас это делать. В общем, если коротко, ребят, то вот так вот. Честно вам сказать, вот я на этот весь цирк смотрю со старой, знаете, забавно и смешно, это, конечно, да, я не спорю, забавно и смешно. Но ведь приходят такие моменты, когда уже, знаете, ты смотришь на это все и говоришь, что, блядь, твою мать, слушай, ну, я не заебала самому, как бы, ну, херней маяться. Знаете, уже хочется задать вопрос, а нормально ли у тебя все с головой? Ну, если на кого-то что-то не ложится, возможно, тебе всячески намекают, что ты бы не делал белиберды, занялся бы своей жизнью-то. Хотя какая там жизнь? Там не жизнь, а существование никчемное, да и все. Понимаете, счастливые люди никогда не занимаются этим. Знаете, вот деструктивом. Знаете почему, ребят? Вот маленький вам, блядь, секрет. Потому что они счастливые, и у них другие приоритеты, другие... Понимаете, у них другое вообще мышление, они в другом измерении находятся. И такие люди зачастую выполняют куда более высокую миссию и роль в этом пространстве, нежели вот такие вот, которые с помощью магии хотят подогнуть весь мир под себя, понимаете? Там люди иных вибраций, и им просто не до того, ну, приоритеты абсолютно, ну, как вот небо и земля. Вот по третьему варианту здесь хочется сказать, рожденный ползать, летать не сможет. Все, что он сможет сделать с вами, ребят, может, он уже пытался вас посадить в определенную клетку, может, у него даже когда-то, как он думает, это и получилось. Понимаете? И... потенциал как бы, ну вот взлететь, да, может каждый, но это в теории, а на практике многие, знаете, на каком уровне обламываются? На том уровне, когда нужно сделать первый шаг из зоны комфорта, реального комфорта, и где нужно действительно не трепаться, а менять свою жизнь и судьбу. Делать четкие поступки, отвечать за свои слова, двигаться к цели, знать свою цель для начала. Вот по третьему варианту человек не знает своей цели. Понимаете, на самом деле у него сбываются его желания, только до него никак не дойдет, что желания у него слишком низменные. И, как говорится, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Понимаете, зачастую люди неправильно во Вселенную закидывают посыл своих желаний. Многие, это как, судят с колокольни лишь физического материального мира. Оттуда и все проблемки растут. Ну, короче, как-то так. Вот такие вот были влияния в новолуние, ребят. Отпишитесь мне в комментариях, срезонировало ли у вас. Еще раз повторюсь. Подписывайтесь, кому понравилось, ставьте лайки. Дизлайки тоже. Вообще без разницы. Фух. Неприятные персоны. Реально, вот люди очень... Знаете, чем вот они неприятные? Вот все три варианта, я вам сейчас расскажу, чем.
возле них большое скопление низкочастотных созданий. И это скопление уже настолько велико, понимаете, да? Не знаю даже, как, на чем бы показать вам. Вот, на чем, что я думаю, вот оно. Вот, допустим, вот это, вот человек. Сразу возле него было вот столько дерьмища, вот столько, а теперь вот столько. То есть за вот этим диаметром низкочастотных вокруг него, внутри там пусто. Помните, я вам говорила на последних раскладах, пустота. Потому что, ну представьте, вас толпа окружила, вы один. И без пистолета. То есть у человека, понимаете, и будет это, вот это все, оно будет только шире, шире, шире. Почему? Потому что доведут его до такой степени, когда он должен будет либо оттолкнуться от дна, либо просто сдохнуть от вот этого натиска. Вот и все. Очень много, аура засранная, вот. Знаете, почему еще так? Потому что по одному варианту меня прошторило, что на детях это отражается. Ваши недоброжелатели не понимают этого. Если кто понимает, они в это не верят. А если кто и верят, и знают, я вижу, насколько этим людям насрано на жизни, даже если это касается их собственных детей. Вот тут у меня шторы подупали тоже. Так что, ребятки, вот так как-то по раскладу. Желаю вам добра этого мира, но а нашим недоброжелателям то, что надо, я уже пожелала и сделала на ментале. Всем пока-пока, ребят.